Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин. Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Петрович Сергеенко. Вступительное слово председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Григорьевич, спасибо большое, что нашли возможность в своем напряженном графике принять участие в первом международном форуме, проводимом по инициативе Парламентского собрания «Беларусь-Россия» здесь, в городе-герое Волгограде, посвященному защите исторической памяти. Мы на протяжении 2 дней работаем. Вчера состоялись сессии. Сегодня пленарный день. Прибыло 20 парламентских делегаций из наших дружественных стран, которые представлены не только СНГ и Организацией договора коллективной безопасности. География огромна. Наши друзья приехали из Китая, Вьетнама, Кубы, из Европы, Словакии, Сербии. И, конечно, когда мы говорим о форуме, это очень важное для нас событие, которое нас не только обращает к тем тяжелейшим, страшным годам, когда фашизм, фактически поработив всю Европу, стал угрозой для мира. Мы сами, обсуждая вопросы, связанные с защитой исторической памяти, вспоминаем историю народов, потому что, когда речь идет о победе, это победа советского многонационального народа. И здесь присутствуют страны, которые раньше входили в одно большое государство, Советский Союз. Поэтому сегодня нас собрала победа, сегодня нас собрала память о тех, кого уже нет, но кто пожертвовал собой ради жизни на земле. И поэтому вот разговор как вчерашний, так и сегодняшний, он нас сделал самих ближе друг к другу, мы стали лучше понимать друг друга. И очень важно, когда наши коллеги рассказывали о своем вкладе, о вкладе своего народа, своей страны в победу в 1945-м и в том длинном пути, который прошла наша страна, а в составе ее и представители многонационального народа. У нас здесь представители Монголии, которые вспомнили о своем вкладе, а мы подчеркнули, что если бы не их поддержка, тогда, наверное, было бы всем тяжелее. Так же, как говорили о поддержке со стороны и Кубы, принявшей решение в 1941-м, поддержку Советского Союза и выступившей против фашистской Германии. Мы говорили о наших товарищах из Китая, которые прошли огромный путь борьбы с милитаристской Японией, потеряв 35 миллионов человек. Поэтому эта работа, еще раз хочу подчеркнуть, сделала нас ближе друг к другу. И, собственно, в этом и заключается парламентская
дипломатия. И поэтому мы постарались в рамках именно парламентского измерения обсудить вопросы, в том числе законодательного обеспечения защиты исторической памяти. Мы видим, насколько сегодня мир неблагодарен, и поэтому вспоминали заявления глав государств того времени, и Черчилля, и Рузвельта, и де Голля. Кстати, в этом зале присутствует его внук Пьер де Голль, который выступал у нас на форуме. И нам очень важно было услышать его мнение. Уважаемый Александр Григорьевич, Владимир Владимирович, хочется высказать слова за поддержку в проведении форума, потому что мы не смогли бы его организовать без поддержки глав наших государств. Это первое решение, которое принято в рамках парламентского собрания Беларуси и России. Мы надеемся, что в будущем количество участников будет больше. Ну и, конечно, мы со своей стороны обобщим все предложения законодательные для того, чтобы постараться реализовать на практике решения, которые позволят нам не только защитить историческую память, но и сделать все для того, чтобы были наказаны те, кто рушит мемориалы, надгробия, топчется на могилах наших дедушек, прадедушек, тех, кто погиб, защищая мир от коричневой чумы. 27 миллионов человек погибло для того, чтобы сегодня все мы жили, планировали будущее. Это победа большого многонационального народа, страны, которая на себя приняла удар агрессии фашистской Германии, не просто выставив в этой войне, а сделав все для того, чтобы победить. Но эта победа далась дорогой ценой. Мы это все не только отмечали, но и пропустили через себя, потому что война прошла через каждую семью. И здесь вспоминали вклад каждого народа, именно подчеркивая, что он внес свою лепту. Он сделал все от себя зависящее для того, чтобы победа как можно быстрее состоялась. Не случайно этот форум проходит в Волгограде. Именно здесь произошел коренной перелом для нас в Великой Отечественной войне, а для всего мира во Второй мировой войне. Поэтому хочется поздравить с наступающим праздником, Днем Победы всех присутствующих. И еще раз сказать слово благодарности нашим президентам, Владимиру Владимировичу Путину, Александру Григорьевичу, вам за то, что вы многое делаете по защите исторической памяти, так же, как делают главы государств, стран, которые направили парламентские делегации и сегодня участвуют в обсуждении защиты исторической памяти. С наступающим Днем Победы, нашей общей победы. Праздником! Вступительное слово председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Петровича Сергиенко. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемый Владимир Владимирович, разрешите с этой трибуны высказать вам искреннюю признательность за все усилия, которые вы предлагаете для сохранения общей исторической памяти и формирования мировоззрения последующих поколений на принципах справедливости, мира и взаимопонимания. Священная дата 80-летия Великой Победы объединяет всех нас и в очередной раз напоминает о времени, когда в трагический период истории мы смогли сплотиться и победить, казалось бы, самого несокрушимого врага. И то, что форум проходит в городе-герое Волгограде, несет в себе особый символический смысл. Здесь ощущается пульс истории и остро чувствуется, какой страшной ценой завоевана победа. Мы убедились в этом,
побывав здесь, неизгладимое впечатление и переживания вызвали посещение мемориального комплекса на Мамаевом кургане, музея панорамы «Сталинградская битва» и особенно впервые представленная вечерняя композиция «Свет Великой Победы». Осознаешь, что героизм был поистине массовым. Это интенсивные уличные бои, когда линия обороны проходила по соседним улицам, и более 700 отбитых яростных атак гитлеровцев, и зарождение снайперского движения, и 17 огненных таранов летчиков, и 13 подвигов солдат, закрывших своей грудью вражеские доты, и организация переправ раненых через Волгу под огнем противника. Сталинградская битва – одна из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны. В современных условиях особенно чрезвычайно важно сохранить единое пространство исторической памяти о Великой Победе, упрочить духовную связь и преемственность поколений. В этом и состоит главная задача нашего форума. Многие участники отмечали, что важно сегодня, чтобы молодежь воспринимала бессмертный подвиг своих героических предков как часть личной судьбы, а задачу быть достойными продолжателями славных дел как внутреннюю потребность. Проведением форума мы еще раз показали величие подвига советского солдата всему миру, обсудили вопросы противодействия любым попыткам фальсификации истории, героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны. Обменялись опытом по патриотическому воспитанию молодежи на основе исторического знания. Программа получилась насыщенной и интересной. Высказано много идей и предложений. Это касается и организации поисковой работы, и создания музейной экспозиции, проведения научных исследований и подготовки молодежи к защите Отечества. Безусловно, они найдут реальное воплощение в деятельность парламентского собрания Беларуси и России и парламентов дружественных стран. Уважаемые товарищи, наша встреча еще раз подтвердила, что защита исторической правды становится важнейшей задачей для всех стран и межгосударственных объединений, которые выстраивают свои отношения на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия. Через несколько дней внимание всего мира будет приковано к параду Победы на Красной площади. А путь к параду начался именно с разгрома войск вермахта в Сталинграде. И глубоко символично, что знамя победы над Рейхстагом водрузили воины армии под командованием генерала Чуйкова, защищавшие Сталинград и в апреле 1943 года ставший гвардейским. Сила духа, героизм, стойкость советских воинов, которые невероятными усилиями смогли переловить ход мировой истории, это урок нам, ныне живущим и продолжающим их дело. Нынешний форум под эгидой парламентского собрания – это не просто историческая конференция. Это общественно-политическая платформа, нацеленная в будущее. И уверен, что сегодня мы закладываем основу для его ежегодного проведения. Спасибо за внимание. Выступление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие друзья, приветствую на героической, священной, без всякого преувеличения, священной для всех народов России, да, и для всех народов бывшего Советского Союза земле, участников и гостей Международного форума «Великое наследие. Общее будущее». Форум организован парламентским собранием Союза России и Белоруссии и объединил глав парламентов, парламентских комитетов, общественных деятелей, ученых и экспертов из порядка 20 государств. Здесь вот представитель парламента России сейчас только что об этом сказал. Причем как из стран ближнего зарубежья, как мы слышали сейчас, из Юго-Восточной Азии, из других стран из Юго-Восточной Азии, из Европы и Латинской Америки. Мы с Александром Григорьевичем единодушно, искренне поддержали инициативу организации столь масштабной и представительной встречи. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить президента Лукашенко Александра Григорьевича за то, что он сегодня здесь вместе с нами.
Символично, что форум проходит в городе Героя, где действительно решалась судьба всего мира. Сегодня мы с президентом Беларуси посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, почтили память защитников города, которые в боях за Сталинград покрыли себя неувидаемой славой. Они стояли насмерть, так же, как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей. Вот сейчас только ехали сюда, об этом говорили и вспоминали об этом. Стойкость и мужество воинов Красной Армии, единство всего многонационального советского народа стали несокрушимой силой. На Волжских берегах враг был остановлен и разгромлен. По нацистской военной машине был нанесен решающий удар. Обеспечен коренной перелом в войне. Открыта дорога на запад, на Берлин, к Великой Победе, 80-ю годовщину, которой мы будем торжественно отмечать совсем скоро, 9 мая. В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы – один из самых значимых и святых праздников. В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее. И разгром нацизма – это наше общее достояние. Мы ждем лидеров целого ряда государств на торжествах в Москве и высоко ценим то, что воинские расчеты многих представленных здесь стран пройдут плечом к плечу с российскими воинами на параде Победы по Красной площади. Работа форума идет успешно. На его секциях состоялись дискуссии по таким значимым темам, как сохранение исторической памяти, общие нравственные и духовные ценности, воспитание молодых поколений в духе патриотизма, ответственности и верности Отечеству. Уверен, такие принципиальные подходы разделяют не только в России и Беларуси, но и в других государствах, участниках форума. И в наших странах многое делается для сбережения правды о Великой Победе, в том числе при содержательном участии законодателей, парламентариев. Так, 9 апреля по инициативе депутатов Государственной Думы России был принят федеральный закон об увековечивании памяти жертв Великой Отечественной войны. Речь идет об укреплении правовой базы, о новых возможностях для совместной работы государства, общественных организаций, граждан, направленной на сбережение мемориалов наших павших воинов, о поддержке поискового движения, о котором здесь только что упоминалось, и исследовательских проектов, связанных с историей Великой Отечественной войны, о сооружении памятников и открытии новых музеев. Всего же в России за последние годы принято более 10 федеральных законов по историко-мемориальной тематике. Так учреждены новые дни воинской славы в честь Крымской наступательной операции в 1944 году и Ленинградской битвы, тоже август 1944. Стал более четким порядок ремонта и охраны объектов культурного наследия. Мы также благодарны депутатам парламентского собрания за деятельное участие в этой работе, в том числе за предложение использовать часть средств бюджета союзного государства на строительство в Курской области мемориального комплекса, посвященного сражению на Огненной Курской дуге, а также на возведение памятника в Могилевском районе около деревни Буйничи, где в июле 1941 года шли тяжелейшие бои, где остановили и жгли немецкие танки, бойцы, чей подвиг навсегда увековечил наш выдающийся писатель Константин Симонов, очевидец и участник тех событий. Многие в этом зале знают, что именно об этих событиях была книга «Живые и мертвые». Считаю, что такая наша общая работа должна проводиться на постоянной и системной основе. В этой связи предлагаю создать при парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти, учитывая авторитет и влияние парламентариев наших государств. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных
на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа. Разумеется, в работу комиссии должны быть вовлечены и ведущие эксперты, и историки наших стран. Отмечу также, что многие участники нынешнего форума активно сотрудничают с Парламентской ассамблеей Организации договора о коллективной безопасности. Признательны всем, кто вносит вклад в законодательное сопровождение созидательного партнерства стран-участниц ОДКБ, в гармонизацию национальных законодательств и выработку модельных нормативных актов, в том числе по тематике исторической памяти. В частности, Ассамблея приняла модельные законы и рекомендации по законодательному обеспечению тех вопросов, которые прямо касаются ответственности за попытки ревизии и искажения исторических событий и итогов Великой Отечественной войны. А в декабре 2024 года она приняла обращение к парламентам всех стран мира в честь наступающего юбилея Победы. С обращением по случаю 80-летия Победы выступила и Межпарламентская ассамблея Содружества независимых государств. На ее площадке уже более 3 десятилетий парламентарии стран СНГ ведут конструктивный диалог, обмениваются опытом и успешными законодательными практиками. Как известно, нынешний год объявлен в Содружестве годом мира и единства в борьбе с нацизмом. И во многих странах проходят памятные социальные, культурно-просветительские мероприятия, включая уже ставшее поистине всенародным шествие «Бессмертный полк». Для нас это дань памяти нашим павшим солдатам в период войны, выражение глубокой признательности ветеранам, поколению победителей, нашим отцам, дедам и прадедам. Дорогие друзья, все мы хорошо знаем, какую безмерно дорогую цену заплатили наши народы за победу над нацизмом. Какие колоссальные жертвы были принесены ради этого. И нет сомнения, что и в России, и в Белоруссии, да и в других странах будут всегда помнить уроки этой войны. Главный из них очевиден. Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств. И, конечно, важно вместе формировать более справедливый и многополярный миропорядок на принципах уважения интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития. Именно на этой основе Россия развивает партнерство с Белоруссией и со всеми другими странами-участниками форума. Мы убеждены, мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства, не в ущерб интересам других. Особенно актуально этот вопрос стоит для Евразии. Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития. Полагаем, что основой для создания такой архитектуры могли бы стать уже действующие многосторонние формы сотрудничества, такие как союзное государство, ОДКБ, о котором я уже упоминал, СНГ, а также Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, АСЕАН и другие авторитетные и влиятельные структуры. И в заключение хотел бы еще раз поблагодарить организаторов нынешней встречи и всех ее участников за конструктивную работу и значимый вклад в укрепление межпарламентского взаимодействия наших стран. Благодарю вас за внимание. Выступление президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
уважаемый Владимир Владимирович, дорогие участники форума, приглашенные. Время и место нашей встречи имеют символическое значение. Лично хочу поблагодарить вас всех, депутатов наших, вас, Владимир Владимирович, за приглашение принять участие в этом форуме. Мне лично очень приятно видеть вот здесь почти все знакомые лица, с которыми мы когда-то начинали работать, когда я еще был совсем молодым президентом. Вы очень много помогали, я многому учился у многих из вас, поэтому искренне благодарю вас за это приглашение сегодня встретиться с вами. Мы собрались здесь, в Сталинграде, городе, который стальной, непреодолимой крепостью встал на пути захватчиков. Здесь начался отсчет времени, приближающего победный май. Именно здесь, в этом городе, героическом городе советского народа, начался коренной перелом в годы войны. И в будущем году мы окончательно сломаем хребет фашистскому зверю на Курской дуге. И уже это была победа бесповоротная, когда ничего нельзя было изменить, когда путь был только один – Берлин. Наша встреча не только дань общему героическому прошлому. Мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее. Так сегодня стоит вопрос. Мы наследники великого поколения, героев-победителей, и нам стыдиться нечего и чего-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха. Об этом мы все больше и больше говорим. Именно Сталинград принял беспрецедентный по мощи 200-дневный удар. Тысячи павших героев. Каждый, от генерала до солдата, понимал, что здесь решается судьба человечества и ход мировой истории. Вы только представьте, если бы фашисты победили в Сталинграде, нам бы было невозможно выиграть эту войну. Самолеты стоят, танки не двигаются, автомобили не перемещаются, мотоциклы и прочее. У нас нет главного ресурса – нефти, которую мы тогда в основном добывали на Кавказе. И не только этим ценен Сталинград. Дальше отступать было нельзя. Следующая бы судьба, не говорили бы о Курской дуге, следующая судьба решала бы вопрос Москвы. Поэтому здесь все встали намертво. И то, что, Владимир Владимирович, вы определили сегодняшний форум здесь, это очень точно место, это точное попадание для того, чтобы обсудить те проблемы, которые перед нами стоят, которые нам навязывают эти самые потомки. Поэтому на Волге стояли насмерть, как вы сказали, как в Брестской крепости. Генерал Василий Иванович Чуйков писал: «Мы, живые участники боев за Сталинград, свидетельствуем, что здесь наши воины не знали страха в бою, не отступали перед смертью, вели сражения с такой решимостью, что даже мертвые не выпускали из рук оружия». Повторяю, мертвые не выпускали из рук оружия. Добавить к этому нечего. Мы все с вами кланяемся героям, которые смогли выдержать смертоносный удар, встать во весь рост и отбросить озверевшего врага, погнав его до Берлина. Конечно, мы не забываем про помощь союзников. Но давайте честно, союзники присоединились, когда наш солдат хребет сломал фашистскому зверю. Тысячи уроженцев всего Советского Союза, в том числе и Беларуси, защищали Сталинград. Назову лишь имена некоторых.
Это командующим Донским фронтом один из маршалов Победы Константин Рокоссовский. Герои Советского Союза, летчики Николай Корначенок, Иван Пстыга, танкисты Иван Якубовский, Александр Лизюков, артиллеристы Владимир Таранович, Израиль Бескин, пехотинцы Владимир Марцинкевич, Викентий Скриганов. Вошел в историю обороны города Беларусь Алексей Ващенко, закрывший своим телом амбразуру вражеского дзота. Его имя носит одна из улиц нынешнего города Волгограда. Спасибо вам, что помните память о многочисленных героях-освободителях, среди которых Беларусь хранит зал воинской славы на Мамаевом кургане. Это наши общие герои. Поэтому и курган славы под Минском хранит землю из разных уголков Советского Союза, где шли самые ожесточенные бои. Мы бережем частицу Сталинграда в самом центре нашей столицы, на площади Победы. Кирпичи из Ленинграда, из легендарного дома Павлова, заложены в основании одного из зданий по проспекту Независимости. Это священные для нас реликвии. Все белорусы об этом знают. И мы знаем, что победу под Сталинградом одержал весь наш советский народ. Все, кто работал на нужды Красной Армии в глубоком тылу, оттягивая на себя внимание врага и подрывая военный потенциал вермахта изнутри. Это там, в тылу врага, был открыт настоящий второй фронт, не американцами и французами. И это был ответ на чудовищное преступление нацизма. Прокуратура Беларуси уже несколько лет расследует ужасающие факты геноцида белорусского народа. Мы вскрываем новые факты преступлений. Тысячи заживо сожженных и замученных женщин, стариков, детей. Наши ученые, военные поднимают из земли останки малышей, прижатых к груди матери. В каждой яме дети убивали, уничтожали семьями. Способы казни ужасают. Людей заставляли самостоятельно укладываться на трупы, чтобы поместить в яму как можно больше тел. Забрасывали гранатами, чтобы еще лучше утрамбовать. Поднимаем свидетельские показания о том, как вспаривали животы беременным женщинам, прикладом разбивали головы грудным младенцам, забрасывали годовалых детей в окна горящих домов. Подбрасывали малышей и ловили их штыками. На матерей, которые видели это и сходили с ума, устраивали охоту, как на зверей. Ранее эти документы были засекречены. Но не принято было в советское время говорить о том, что особую жестокость демонстрировали литовские, латвийские, украинские нацисты. А сегодня в прибалтийских странах и в Украине молодежь размахивает знаменами дивизии СС, ставит памятники фашистским палачам, и все это с молчаливого согласия остального Запада. Но мы-то молчать не должны. Мы для этого сегодня с вами и собрались. Западные специалисты по белорусской истории, по нашей советской, русской, российской истории пишут, что мы слишком пафосно рассказываем о своих героях, преувеличиваем масштабы их подвига. Нам намекают, что надо бы и про плохих своих говорить, и про хороших немцев не забывать. Учат нас из-за океана псевдообъективности. Послы стран Евросоюза сегодня стыдливо, без освещения в средствах массовой информации, возлагают цветы в хатыни, прячут лица от камер журналистов. Польша проводит мероприятие, приуроченное к освобождению Красной Армии узников Освенцима, без нашего участия. В немецких СМИ сообщают о том, что это концлагерь освободили, послушайте, американские войска. Словом, делается все, чтобы стереть память о Великой Победе, о наших победителях. Сегодня здесь собрались люди, которых не надо ни в чем убеждать.
Наше с президентом России Владимиром Владимировичем поколение выросло, слушая рассказы фронтовиков, наших родителей и тех, кто выжил в оккупации. С поколением, рожденным и взрослевшим в 90-е, согласитесь, сложнее. Мировоззрение детей перестройки формировалось в самый пик реваншистской пропаганды. Много было сделано, чтобы дискредитировать Красную Армию, партизанское движение, движение сопротивления на нашей земле, обелить нацистских преступников. Достучались не до всех, но в отдельные головы их идеи проникли. И это урок. Наш с вами. Для защиты исторической памяти надо делать еще больше. Никогда нельзя расслабляться. Никаким покаянием верить нельзя. Только реальным делам. И это очень актуально. Не только для нас с президентом сегодня, когда нам многое обещают. Ну, может, пока не все знают, скоро узнаете. А делать, как обычно, как говорил президент России, не буду. Могу его только процитировать. Обманут в очередной раз. Поэтому только дела, только факты. Вы нам, мы вам. Вы нас так научили. Это не наша формула взаимоотношений. Вы так нас научили. Ну, хотите так, пожалуйста, мы можем и так. Важны цифры и факты. Очень важны. Но еще важнее эмоции и смыслы. И кадры военной хроники, без цензуры. Я, может, скажу непопулярную вещь, но не время рассуждать о травмированной психике детей, которые могут увидеть эти страшные снимки и видео, которые мы часто демонстрируем. Молодцы россияне. Мы это транслируем в Беларуси в полном объеме, вы это показываете больше, у вас таких возможностей больше, ну и нам надо в этом направлении больше работать в архивах. Правильно делаете, не надо тут нам дрожать, что кто-то это увидит поменьше, побольше. А как им объяснить, почему мы сегодня отчаянно боремся за эту историческую память? Они должны видеть правду и делать соответствующие выводы с нашей помощью. Как они должны понять, почему наши воины, партизаны и подпольщики, не задумываясь, отдавали свои жизни за страну. И нам сложнее, чем послевоенному поколению, потому что более 80 лет прошло. Уже нет нерва той эпохи. Уважаемые друзья, в Беларуси мы активно подвигаем в обществе понимание того, что память о Великой Победе – это часть национальной идеи. Мы стараемся делать все, чтобы наши дети помнили, что этой победой мы крепко связаны со своими всеми народами, русским народом, всеми народами бывшего Советского Союза. Нам это нельзя потерять, потому что вместе мы не просто мощны, мы мощнейшая сила, и нас никогда не победить. Великая победа священна. Правда, о Великой Отечественной войне наш щит. Держать его в своих руках – большая честь и ответственность. И нам надо об этом помнить. И в заключение, уважаемые друзья, попробую высказать свое мнение. Возможно, вы меня в этом плане поддержите. Почему мы так боремся за сохранение правды, исторической памяти? Мы много очень правильных слов сказали. Но почему? Нам же задают этот вопрос со стороны. Это мое мнение. Еще раз подчеркиваю, может быть, не согласитесь, но я хочу, чтобы там услышали, почему мы так уцепились за эту память. Ну, во-первых, этой памятью мы должны гордиться. Они нам завидуют. Слава Богу, что у нас есть поколение победителей, которыми мы гордимся. Это мы, понимаете? Вот они здесь, миллион погибших.
это мы. Поэтому мы за это и цепляемся. Во-вторых, потому что началась новая очередная война. Уважаемые друзья, она началась. Но не мы ее начинали. Следующий этап этой войны будет война горячая. Мировая война с оружием в руках. Мы этого не хотим. Сегодня идет этап войны в средствах массовой информации. Слава Богу пока. Мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках и так далее и тому подобное. Идет война за умы наших людей и за головы. Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась. Поэтому мы так уцепились за эту историческую память, чтобы показать нынешним, будущим поколениям, нашим детям, что у нас они были. И что если вдруг нам надо сражаться за свою землю, за свои семьи, за своих детей, так как сражались они, не жалея ни жизни, ничего, что у нас есть. Вот почему мы говорим об этой исторической памяти, а не потому, что нам хочется разговаривать. Но давайте откровенно, в нашем обществе немало людей, которые думают, ну что там, поговорили. Памятником сходили сегодня, назад пришли и так далее. Нет. Как только забудем путь к Хатыни, к Сталинграду, с Брестской крепости, все вернется снова, мгновенно, даже не заметим. Поэтому мы должны с зубами, вцепившись, держаться за эту историческую память. Только еще раз хочу поблагодарить всех собравшихся за то, что вы здесь и вместе с нами отмечаете этот славный день, День Победы, который здесь, на Сталинградской земле, который положил начало концу нацизма в Европе. Тогда. Но если вы здесь, то вы, как об этом сейчас так убедительно и ярко сказал президент Беларуси, понимаете, что этого мы не имеем права допустить в будущем никогда. Для этого мы здесь. Спасибо вам большое. С наступающим праздником Великой Победы!